Всем привет! Татьяна Татьмянина – российская фигуристка в парном катании, чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка и по совместительству жена Алексея Ягудина. А партнер Татьяны по льду – Максим Маринин, с которым они в 2006 году выиграли Олимпиаду в Турине. Татьяна очень миниатюрная женщина, но ее хрупкость обманчива. Спортсменка имеет сильную волю, она трудолюбива и добивается поставленных целей, несмотря ни на что. Испытания, которые ей выпали в жизни, она преодолевает с честью. Далее мы расскажем, как живет Татьяна Татьмянина, биография и интересные факты. Ну и по традиции лайк, подписка, комментарий. Татьяна родом из Перми. Там она родилась 2 ноября 1981 года и впервые стала на коньки. Родители Татьяны развелись, когда девочка была еще совсем маленькая. Отца зовут Иван Татьмянин, а мать Наталья Васильевна. Женщина сама в детстве занималась фигурным катанием. Свои несбыточные мечты она решила воплотить с дочерью. К тому же Таня росла болезненным ребенком, и занятия спортом пошли ей на пользу. Мать вспоминала, что за год ей приходилось брать больничный более 10 раз. В 4-летнем возрасте Таню Татьмянину мама привела на каток. К слову сказать, он открылся именно в тот год. Ее первым тренером стал Андрей Александрович Кислухин. Татьяна с первых дней занятий стала упорно заниматься. Позднее именитая спортсменка вспоминала, что все ее детство прошло на катке, но при этом замечала, что абсолютно ни о чем не жалеет. Татьяна не раз говорила, что своему успеху она обязана своей матери, которая отдавала ей все силы и все свое свободное время. Возя ребенка на частые тренировки, мама нередко слышала, как говорили, зачем она тратит столько сил непонятно на что. Но, вероятно, у Натальи Васильевны была перед глазами картинка, где ее дочь стоит на пьедестале. Она мечтала вырастить олимпийскую чемпионку. Неоценимый вклад в развитие личности девочки как фигуристки привнесла известный хореограф Виктория Степановна, которая была балериной Пермского театра. Изначально Татьяна была одиночница. Но в 1995 году, находясь на чемпионате России среди юниоров, она знакомится с Максимом Марининым. Татьяне на тот период времени было 14 лет. Маринину никак не могли подобрать партнершу, но, увидев выступление юниорки Татьмяниной, тренеры пришли к заключению, что девушка идеально подходит для парного катания. Мама, недолго думая, оставляет комфортное жилье в Перми и переезжает с дочерью в Санкт-Петербург. Они селятся в спортивном интернате, позднее кочуют по съемным квартирам. Но, несмотря на трудности, Наталья Васильевна не сдается. Она понимает, что тренировки здесь проходят на более высоком уровне. И с 1995 года пара стала кататься вместе. В 1996 году тренером молодых людей стала Наталья Павлова. Тренировки проводились во дворце спорткомплекса «Юбилейный». Уже в 1999 году ребята попадают в сборную России. Они заняли 3-е место на чемпионате страны. Также они очень хорошо выступали и на международных соревнованиях. Юные спортсмены вошли в 10 лучших пар на чемпионатах Европы и мира. Но затем у них случился конфликт с тренером. Татьяна и Максим захотели уйти к Тамаре Москвиной. При этом они не поставили в известность Наталью Павлову. Из-за разгоревшейся ссоры переход не состоялся. Максим и Татьяна не меняют своего решения перейти к другому тренеру. Их совместный выбор пал на Олега Васильева, который проживал в США. Зимой 2001 года они переезжают на другой континент, в Чикаго, чтобы жить и тренироваться. Олег Васильев полностью изменяет стиль пары, он приглашает известного хореографа Джузеппе Арену. Также им помогает в постановках программы и Светлана Король. На Олимпийских играх в 2002 году они занимают 4-е место. Следующие года главные соперники Татьмяниной и Маринина стали фигуристы из Китая Шэнь Цюэ и Чжао Хунбо. 2002 и 2003 года стали очень удачными для юных фигуристов. Они выигрывают все соревнования, в которых только принимали участие, кроме самого желанного – чемпионата мира. На нем они были 2-е и завоевали серебро. Победителями стали фигуристы из Китая. Но следующий чемпионат мира они выигрывают и получают заветное золото. Нужно заметить, что единожды покорив чемпионат Европы, пара Татьмянина и Маринин до завершения своей профессиональной карьеры никому не уступили призовое 1-е место на этих соревнованиях. А далее они складывали в свою копилку золото с чемпионата России и мирового первенства, побеждали на этапах Гран-при. Выступая на этапе серии Гран-при «Скейт Америка», Татьяна получает серьезную травму. Максим сделал неудачную поддержку, она упала и ударилась об лед головой.
Около 20 минут спортсменка была без сознания. Подоспевшие медики срочно ее госпитализировали. Врачи диагностировали у Татьмяниной сотрясение мозга и множественные гематомы. Но уже через 14 дней Татьяна вышла на лед. И вновь началась подготовка уже к следующим соревнованиям, которые были очень значимы для них. Это 20-е Олимпийские игры, которые были проведены в 2006 году в Турине. На них пара выступила просто триумфально. Они стали олимпийскими чемпионами. В короткой программе они занимают первое место, набирая 68,64 балла, а китайская пара, которая преследовала российских спортсменов, получила на 4 балла меньше. Результат жеребьевки был такой, что предпоследними выступали Татьмянина и Маринин, а вслед за ними Дан Чжан и Хао Джан, известный китайский дуэт. Следовательно, кому достанется золотая медаль, до последнего оставалась интригой. Российская пара откатала произвольную программу без единой помарки, а вот китайцы допустили ошибку. На выбросе партнерша неудачно приземляется. И сразу по завершении соревнования взяли тайм-аут. Маринин и Татьяна Татьмянина хотели позднее вернуться в спорт, но различные причины им в этом помешали. Они не стали принимать участие в проводимых в то время соревнованиях, так как не договорились касаемо денежных вопросов с Федерацией фигурного катания. Позднее они для себя этот вопрос сняли с повестки дня. Они и так были загружены выступлениями в ледовых шоу. 2006 год принес паре новый скандал. Татьяна и Максим отказались участвовать в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золотой лед Страдивари». К моменту разгоревшейся ссоры у них уже был подписан контракт на участие, но пара решила принять предложение для участия в подобном шоу, но только у Ильи Авербуха. Евгений Плющенко грозился довести дело до суда, так как он рассчитывал на них. Татьяна и Максим оправдывали свои действия тем, что Евгений сам не выполнял некоторые пункты из договора. Но, к счастью, фигуристам удалось уладить конфликт без суда. Они полюбовно договорились, но Татьяна и Максим все же ушли к Илье Авербуху в его шоу «Ледовая симфония». В 2008 году они принимают участие в съемках 100-серийного фильма «Жаркий лед», а в 2014 году Татьяна снимается в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Татьяна Татьмянина неоднократно принимала участие в различных шоу на телевидении. В 2007-2008 годах она впервые стала участницей ледового телешоу «Ледниковый период», который транслировался по Первому каналу. В первом сезоне ее партнерами были певец Никита Малинин и ведущий Леонид Закашанский. В 2013 году она выступила вместе с известным шоуменом Оскаром Кучерой. В 2014 году она каталась в паре с артистом Артуром Смолениновым. А партнером в 2016 году стал актер известного телесериала «Молодежка» Михаил Гаврилов. Интересно заметить, что ее соперниками на льду были Максим Маринин и ее тренер Олег Васильев. В 2013 году на программе «Жена. История любви» она поделилась со зрителями историей своей жизни и любви. Она рассказала своим поклонникам, с какими трудностями в личной жизни ей пришлось столкнуться и какие преграды пришлось преодолеть на пути к семейному счастью. Осенью 2019 года ее пригласили в программу «Жить здорово». Татьяна делилась со зрителями и ведущими своей бедой. Татьмянова перенесла операцию по удалению желчного пузыря. На плановом осмотре врачи обнаружили у нее новообразование и наблюдали за ним некоторое время, а затем они пришли к заключению, что его нужно удалять. Операцию проводили в онкологическом центре. Вместе с ней на передачу пришел ее супруг и врач-онколог профессор Михаил Тимофеев. Татьяна пока не собирается уходить с ледниковой сцены. Она продолжает радовать своих поклонников участием в различных спектаклях на ледяной арене. В сентябре 2020 года она приняла приглашение для участия в очередном сезоне «Ледникового периода». Ее партнером стал актер, который запомнился зрителю съемками в телесериале «Измены». Зовут его Вячеслав Чепурченко. Их соперниками по льду были Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко и Роман Костомаров. И еще многие другие. Принял участие в этом шоу и ее муж Алексей Ягудин. Он выступил в качестве ведущего вместе с Алиной Загитовой. Но уже в октябре на тренировке Татьяна травмируется и ей приходится покинуть проект. Вместо нее на лед вышла фигуристка Яна Хохлова. Теперь о личном. После переезда в США и начав тренировки с Олегом Васильевым, у них возникло взаимное чувство. Пара достаточно продолжительное время состояла в отношениях. Татьяну не смущала разница в возрасте с Васильевым в 22 года. Все думали, что влюбленные вскоре оформят официально свои отношения, но свадьбы так и не произошло. После расставания с Олегом Татьмянина состояла в романтических отношениях с Евгением Плющенко. Однако пара прервала свои отношения после скандала из-за отказа участвовать в шоу Евгения «Золотой лед Страдивари».
А потом у Татьяны были длительные и непростые отношения с Алексеем Ягудиным. Наступивший 2009 год ребята отмечали в ночном клубе, и в новогоднюю ночь Алексей сделал ей предложение стать его супругой. Он надел на палец кольцо только в феврале, которое заказал в США специально для этого случая. Они продолжительное время проживали в гражданском браке. А 22 января мама Татьяны попадает в страшное ДТП. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью. Татьяна на момент гибели матери была уже беременна. Алексей в этой трудной жизненной ситуации оказывал ей всяческую поддержку и стал для нее надежной опорой в жизни. 20 января 2009 года они стали родителями. У знаменитой пары родилась дочка, которую назвали Елизаветой, и все заботы о маленьком ребенке берет на себя Алексей. Позднее он признается, что не имел вообще никакого опыта с маленькими детьми, но пеленал и кормил дочь с великим удовольствием. А 2 октября 2015 года родился второй ребенок, тоже девочка, имя ей дали Мишель. И только в феврале 2016 года молодые родители решились узаконить свои отношения. Свадьба состоялась в Красноярске, где они тогда находились на гастролях. До 2017 года проживают они на 2 страны – в России и во Франции, где у них уже имелся дом. Там же, во Франции, Лиза оканчивает и 1 класс. Но затем они решают вернуться в Москву, ведь здесь у них основная работа. Татьяна и Алексей принимают такое решение, потому что хотят как можно больше времени проводить с детьми и не тратить драгоценное время на перелеты. Своей жизнью и творческими моментами семья делится со своими почитателями в Инстаграме. В 2018 году в апреле Алексей выложил фото, которое шокировало подписчиков. На снимке его лицо было перебинтовано, а нога в гипсе. Поклонники завалили его вопросами о случившемся, и Алексей рассказал, что проблема у него с глазом возникла из-за фронтита, а нога и вовсе не его, а Татьяны, которая незадолго до этого ее сломала на выступлении в «Щелкунчике и Мышином короле». Неудачное приземление и перелом в 4 местах. Татьяне была сделана тогда операция. Снимок Алексей подписал с юмором. Встретили неделю по-семейному. Татьяна и Алексей не раз говорили в интервью, что абсолютно счастливы в браке. Алексей отмечает, что женское царство его вполне устраивает, и 3-го ребенка они не планируют. Татьяна также сказала, что из-за проблемы со здоровьем беременности больше не планирует. Спортивную карьеру Татьяна оставила позади. Она сосредоточила все свое внимание на воспитании девочек. Весной она отправилась с Лизой в США. Такое поощрение отличной учебы выбрали родители. Фотографии с поездки они выкладывали в своем инстаграм-аккаунте. Весной 2021 года Татьяна вместе с Алексеем принимает участие в новой постановке Ильи Авербуха «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге. Алексей Ягудин признавался, что с самого детства мечтал жить в собственном доме. Супруги долго выбирали участок и в результате нашли совершенно потрясающее и живописное место в поселке бизнес-класса неподалеку от деревни Крёкшино, всего в 21 километре от МКАД. В поселке создано все, что нужно для комфортной жизни. Отлично развитая инфраструктура, торговые центры и спортивные залы, обустроенные парковые зоны и велодорожки. И самое главное – близость столицы. Постоянная охрана и камеры видеонаблюдения стоят на страже отдыха звездных жильцов. Вопреки мнению многих, Алексей и Татьяна построили небольшой по размерам дом. Как признается звездная пара, дети вырастут, разлетятся, а оставаться вдвоем в пустых хоромах будет тяжело и неуютно. За помощью в оформлении и профессиональными рекомендациями они обратились к известной телепередаче. Дизайнеры разработали интерьер и подобрали уникальное сочетание стилевых решений. Как смеется Алексей Ягудин, именно любовь к сырам стала причиной покупки недвижимости во Франции. Семья купила настоящий 3-этажный замок в маленьком городке Пьерфон. Он построен еще в 1882 году и весь просто пропитан духом старины. В процессе эксплуатации в нем постоянно что-то выходило из строя. То были проблемы с трубопроводом, то не работал камин. Но со временем все бытовые неурядицы были устранены. Чтобы не нарушать особый уют, дом оформили в стиле эклектики. В нем удачно сочетаются предметы старины и современные акценты. Алексей и Татьяна наполнили его сувенирами, которые привозят из каждой поездки. Получилась вполне уютная летняя дача. Именно здесь семья с удовольствием отдыхает в свободное от гастролей время. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!